Друзья, перед началом этого выпуска хотим вам сообщить, что у нас появился канал в Яндекс.Дзене. Огромная просьба подписаться на этот канал. Первая сотня подписчиков на новом канале будет особенно ценной для нас. Ссылочка в описании и закрепленном комментарии. Восточноевропейская овчарка – усовершенствованная и доработанная советскими селекционерами копия немецкой овчарки, вобравшая в себя лучшие качества своего родственника. Сегодняшний восточник – это все еще великолепный сторож и телохранитель, но уже не такой азартный шалопай, как его знаменитый собрат. Именно благодаря молниеносной реакции и уравновешенному характеру порода нашла признание у владельцев, так или иначе связанных с правопорядком и охранной деятельностью. Бдительные и сообразительные восточноевропейские овчарки как нельзя лучше подходят для защиты имущества и отпугивания лиц, посягающих на чужую жизнь. Если в доме обитает такая собака, безопасность и спокойные ночи гарантированы. Представители породы восточноевропейская овчарка – это не просто домашний питомец и преданный друг человека. Такие собаки способны на настоящие подвиги. Они ценой своей собственной жизни готовы спасать людей и их имущество. Отлично работают на таможне, в полиции и армии. Их великолепный нюх позволяет отыскивать боеприпасы, наркотики и прочие вещества, на которые натаскана собака. Также эта порода – отличный телохранитель и компаньон. Собаки этой породы нередко обучаются, чтобы сопровождать слепых. Родиной восточноевропейской овчарки является СССР. Становление породы происходило в 20-30-х годах. Если быть точнее, то в 1924 году в Москве было принято решение всерьез заняться селекционной работой над породой, представители которой были бы идеальными сторожевыми, караульными и военными собаками. Для этого в Москве создали специальный питомник, где кинологи занимались разведением и усовершенствованием восточноевропейских овчарок. Племенным материалом для создания очередной суперсобаки послужили немецкие овчарки, благодаря которым в СССР образовалось сразу несколько породных линий. Отличие между немецкой и восточноевропейской овчаркой заключается в том, что восточноевропейская овчарка менее активна, менее подвижна и менее агрессивна. Восточники могут служить поводырями или сторожами народного хозяйства. В селекционной работе использовались только племенные чистокровные немецкие овчарки. После Великой Отечественной войны поголовье восточноевропейских овчарок в советских питомниках сократилось до критического минимума, из-за чего работы по развитию и совершенствованию породы пришлось начинать с чистого листа. Однако уже в 60-х годах в стране появилось 7 новых племенных линий, представители которых демонстрировали выдающиеся служебные и экстерьерные качества. Эпоха сталинских лагерей и тюрем к тому времени стала частью истории, поэтому животных начали привлекать к службе в МВД, а также использовать в качестве собак-поводырей. Подогревал интерес к породе и отечественный кинематограф. После выхода фильмов «Ко мне Мухтар» и «Пограничный пес Алый» обзавестись восточноевропейской овчаркой мечтал едва ли не каждый советский школьник. В 1964 году для восточников был составлен первый полноценный стандарт внешности, что обеспечило им признание Союза кинологических организаций СССР. Что касается аналогичных зарубежных и международных сообществ, то далеко не все из них согласились рассматривать восточноевропейскую овчарку как отдельную породу. Так, например, Международная кинологическая федерация до сих пор позиционирует восточноевропейских овчарок как русскую ветвь немецких овчарок, обновленную и усовершенствованную, но в целом сохранившую фенотип и психологические черты своего предка. Учитывая то, что чистокровная восточноевропейская овчарка – это по сути обрусевшая немецкая овчарка, рассчитывать на кардинальные внешние различия между породами не приходится. Тем не менее, если поставить рядом образцового немца и его советского потомка, идентифицировать каждого вполне реально. Обычно первое, что бросается в глаза – это внушительная комплекция восточника. В качестве примера, среднестатистический кобель немецкой овчарки имеет такие же рост и вес, что и сука восточноевропейской овчарки. То есть взрослый кобель немецкой овчарки весит порядка 50 кг, в то время как среднестатистический вес взрослой восточноевропейской овчарки примерно на 10 кг больше. Немаловажный нюанс – линия спины у немцев сильно скошена, угол наклона около 23 градусов, тогда как у восточников верх выглядит почти горизонтально. Ноги восточноевропейской овчарки гораздо толще и массивнее, чем у его предка. Отсюда и различия в движении. Немецкие овчарки передвигаются короткой, стреляющей рысью с длинным шагом. Восточноевропейские отличаются более размашистой и тяжелой походкой. Такую собаку можно содержать как в вольере в частном доме, так и в квартире. Но где бы ни проживал питомец, для него необходимо создать некоторые условия.
Например, при квартирном содержании пес должен иметь свое место с лежанкой. То же самое касается и частного дома. Это место устраивают подальше от сквозняков и отопительных приборов. При уличном содержании в просторном вольере устанавливают большую и теплую будку с подстилкой. Пол в вольере желательно сооружать из дерева. В любом случае, овчарке необходимы ежедневные выгулы вне дома или вольера, чтобы была возможность побегать вне ограждений. Во время прогулок, даже в холодную погоду, одевать овчарку в одежду не нужно. Ее плотная шерсть надежно защищает собаку от холода и осадков. Под палящими солнечными лучами выгуливать пса нельзя. Если восточноевропейскую овчарку дрессировали как телохранителя и защитника хозяина, в людных местах питомцу нужно надевать намордник. Дело в том, что слишком бдительный пес может неправильно среагировать на резкие движения проходящих мимо людей. На прогулках просто прогуливаться медленным шагом этого недостаточно. Овчарке нужны физические нагрузки. Поэтому старайтесь давать возможность питомцу вдоволь побегать. Для этого придумывайте активные игры с использованием мяча и других игрушек. Среднестатистический восточник флегматичнее и рассудительнее своего немецкого родственника. Он не резок и не вспыльчив. Но в случае опасности это не мешает животному молниеносно принимать решения и действовать. Если точнее, то восточноевропейская овчарка – собака, не любящая бесцельного проявления каких бы то ни было качеств. Все существо этого серьезного неутомимого служаки стремится к тому, чтобы быть полезным владельцу. Соответственно, если вы не нуждаетесь ни в бдительном стороже, ни в предусмотрительном охраннике, подыскать для восточноевропейской овчарки альтернативный вид деятельности будет непросто. По характеру эта овчарка хладнокровная, уверенная в себе и уравновешенная. Эти качества самые необходимые для служебной собаки. Восточноевропейская овчарка очень предана своему хозяину. Если ему или его имуществу угрожает опасность, пес мгновенно реагирует и бросается на защиту. В силу недоверчивости овчарка не допускает неосторожных отношений с незнакомцами и с собаками других видов. Полностью расслабиться и в волю порезвиться восточноевропейская овчарка может только с хозяином или с собаками своей породы. Эти овчарки не жалуют незнакомцев, и эта неприязнь неискоренима. В то же время бросаться на чужака, едва тот появится в поле зрения, собака не станет. Да, животное готово к защите собственного владельца 24 часа в сутки, но только когда угроза действительно реальна. Впрочем, здесь необходимо уточнение. Так сдержанно ведут себя обученные особи, владельцы которых не поленились пройти с ними основной курс дрессировки. С молодыми, не научившимися управлять собственными эмоциями псами, лучше держать руку на пульсе. Эти товарищи пока не в состоянии отличать дружеское похлопывание по плечу от полноценного удара и шумные компании от банд хулиганов, поэтому могут включить режим защитника в самый неподходящий момент. Приятный бонус для поклонников восточноевропейских овчарок – отсутствие у кобелей привычки соперничать с хозяином за статус альфа-самца. При правильном воспитании порода охотно передает бразды правления человеку, легко привыкая к статусу компаньона и соблюдая необходимую субординацию. Единственное, распределить роли в доме придется сразу после появления в нем щенка. Если своевременно этого не сделать, у восточноевропейской овчарки появится повод заподозрить владельца в бесхарактерности. А это прямой путь к непослушанию, упрямству и в конечном итоге к опасному противостоянию между хозяином и питомцем. Особенная черта характера восточноевропейской овчарки – это способность приспосабливаться к любым условиям жизни. Представители данного вида отличаются внимательностью, работоспособностью, выносливостью, способностью к обучению и инстинктом охранника. Они прекрасно ладят с детьми и животными, с которыми росли вместе. Овчарка быстро запоминает команды и старается добросовестно их выполнять. Серьезным обучением такой собаки нужно начинать заниматься с 6-месячного возраста. Владелец должен добиться по ходу обучения полного послушания от питомца. При этом физические наказания неприемлемы, только последовательность, спокойствие и настойчивость. Желательно с этой породой пройти серьезный курс дрессуры под руководством опытного кинолога, чтобы не столкнуться с проблемами в дальнейшем. При правильном уходе и полноценном питании восточноевропейская овчарка может прожить 12-14 лет. Представители породы отличаются крепким здоровьем и сильным иммунитетом. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски.
Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.